Ответ РФ за удар по Москве, штурм Киева пехотой России, капитуляция, удары, заявления из российской столицы, реакция Кремля. Массовые аресты в Москве, операция силовиков, россиян призвали прятаться. Почему? Путину приказали капитулировать, заявление и смех Запада, резонансное фото, детали. Горящие купола, США меняют позицию после пожара в Лавре, куда дует ветер. Атаки на первом месте, экономика на галерке, изменение настроения среди россиян, результаты опросов. Оборонный завод Запада атакован, срочное обращение США и поиск победителя лотереи, который не пришел за 70 миллионами долларов. Об этом и не только, досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядков», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. 19 июня на календаре. Спасибо за поддержку, я начинаю. Русская музыка под запретом. Еще один украинский город после Полтавы официально отказывается от русскоязычного культурного продукта. Это официальная формулировка. В Крапивницком городской совет ввел мораторий на его публичное использование. Об этом сообщили в офисе уполномоченной по защите государственного языка Елены Ивановской. Теперь в общественных местах нельзя включать русскоязычную музыку, показывать фильмы и клипы, проводить концерты, вечеринки и другие мероприятия с использованием такого контента. Ограничения также касаются его рекламы и популяризации во время массовых мероприятий и в учебных заведениях. При этом запрет не распространяется на частное общение и религиозные обряды. Авторы решения объясняют такие меры необходимостью защитить украинское информпространство от российского влияния. Цитирую. Решение разработано в связи с необходимостью защиты украинского информационного пространства от государства-агрессора, которое использует русский язык как инструмент гибридного воздействия на сознание, идентичность и систему ценностей украинского общества и пытается препятствовать укреплению национальной идентичности, сохранению национальной культуры, традиций, обычаев и исторической памяти. Азов возвращается в Мариуполь. Украинские военные усиливают удары по российской логистике на неподконтрольной территории. Об этом сообщает Рейтер. Подразделения первого корпуса Нацгвардии Азов атакуют топливные маршруты, ремонтные базы и объекты снабжения россиян в районе Мариуполя и Донецка. Одной из главных целей стал порт Мариуполя. После удара 10 июня, по данным украинских военных, часть его инфраструктуры осталась без электроснабжения. В Азове говорят, что задача таких атак – сорвать поставки топлива и военных грузов российской армии. Начальник штаба корпуса полковник Арсен Дмитрик заявил, что битва за Мариуполь – вопрос времени. По его словам, подобных операций впереди еще десятки. Горящие купола помогли дипломатии. Удар по Киево-Печерской лавре мог изменить позицию Дональда Трампа по Украине. Об этом говорится в материале «Политика». Во время саммита G7 Зеленский показал американскому президенту фотографии поврежденного Успенского собора. По данным издания, снимки произвели сильное впечатление на Трампа и стали тем самым последним толчком, после которого США поддержали совместное заявление в поддержку Украины. Журналисты утверждают, что еще до начала саммита многие ожидали дипломатического провала и опасались, что Вашингтон заблокирует часть решений. Однако лидерам G7, в том числе президенту Франции Макрону, удалось убедить Трампа усилить поддержку Киева и поддержать ужесточение санкций против России. Впрочем, дипломаты признают, результат этих переговоров может оказаться недолговечным. Вот что пишет «Политика». Дипломаты отмечают, нет никаких гарантий, что усилия Макрона на этой неделе не будут сведены на нет одним телефонным разговором между Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Но пока французские дипломаты могут вздохнуть спокойно, избежав возможных провалов и кризисов, которые могли сорвать последний крупный международный саммит, организованный Макроном. Атаки беспилотников и инциденты, названные терактами на территории России, стремительно ворвались в фокус общественного внимания, став главной темой мая 2026 года. Об этом сообщает исследовательский центр проведения опросов на территории РФ «Левада-центр». Если в марте налеты БПЛА волновали лишь 6% респондентов, то к концу весны этот показатель вырос почти в 3 раза и достиг показателя в 16%, обогнав даже общую повестку войны. Масло в огонь подлил удар по Старобельску, на который обратили внимание 13% опрошенных россиян. При этом затяжная ситуация на Ближнем Востоке, лидировавшая в марте с колоссальными 33%, к маю практически сошла на нет, уступив место внутренним проблемам.
Из международной повестки россиян волновал лишь визит Путина в Китай, набравший 10% упоминаний. Традиционный парад на Красной площади и общие события войны разделили скромные 6%. На периферии массового сознания остаются природные катаклизмы, а также экономические проблемы, рост цен и падение качества жизни, которые стабильно упоминают не более 2-3% респондентов. Украине дроны и ракеты, а счет России. Великобритания выделяет новый пакет помощи для ликвидации солдат РФ и военных объектов России. На это пойдет $1 миллиард. Часть средств направят на закупку 150 тысяч беспилотников у украинских производителей. Кроме того, Украина получит более 350 ракет для ПВО и радары. Как заявил новый министр обороны Великобритании Дэн Джарвис на заседании Рамштайна, в пакет войдут и 100 ракет-перехватчиков для комплексов «Патриот». Помощь оплатят за счет прибыли от замороженных российских активов. А в британском правительстве заявили, что пакет рассчитан на поддержку Украины до следующей зимы. Цитирую. Объявленный пакет помощи усилит противовоздушную оборону Украины, улучшит защиту от неизбирательных российских ракетных и дроновых атак, а также поддержит украинское оборонное производство. Великобритания остается твердо приверженной безопасности Украины. Премьер-министр поручил в последние недели нарастить поддержку по всем направлениям от поставок вооружений и помощи энергетике до усиления давления на военную машину Путина, чтобы Украина сохранила инициативу на поле боя в следующую зиму. Еще $400 миллионов Украине выделяет Германия. Также страны запускают совместный проект по защите от российской баллистики. Об этом заявили также на заседании Рамштайна. Половину суммы направят на закупку американского вооружения через механизм Pearl. Еще $200 миллионов пойдут на ракеты-перехватчики для комплексов «Патриот». Кроме того, Киев и Берлин подписали соглашение о разработке новой системы противодействия баллистическим ракетам. Война окончательно перешагнула порог МКАД. Удары Украины по московскому НПЗ вывели из строя модернизированный комплекс «Европлюс», уничтожив планы завода перерабатывать нефть хотя бы на половине мощности после предыдущего налета 16 июня. Об этом пишет также Рейтер. Эта воздушная кампания нацелена не только на разрушение экономики, финансирующие военные действия, но и на уничтожение иллюзий безопасности у рядовых россиян, говорится в материале. Послушайте. Киев заявляет, что его удары вглубь российской территории свидетельствуют о переломе в ходе войны. Этот посыл президент Владимир Зеленский донес на этой неделе до президента США Дональда Трампа и других лидеров Большой Семерки на саммите во Франции. Помощник Кремля в четверг опроверг информацию о том, что ситуация на поле боя меняется в пользу Украины, и заявил, что Трампа на встрече накачали вредными идеями. На юго-востоке Москвы ликвидируют последствия атаки. Накануне небо было черным, были сообщения о загрязнениях, а также о нефтяном дожде. В Минэкологии Подмосковья при этом опровергали эти сообщения, уверяя, что это лишь оседание продуктов горения в виде сажи после пожара на МПЗ. Гореть должно и в Киеве. Такие заявления уже прозвучали накануне в Москве. Там массово говорили об ответе РФ за удар по российской столице. Версии разные. Одна из главных – это атаки и капитуляция. Такое заявление прозвучало в Госдуме. Там считают, что Россия еще ничего не начинала и надо начать воевать всерьез, заявили в Комитете по обороне. Послушайте. Выход из этой ситуации есть только один, и он достаточно простой – уничтожение террористического киевского режима. Чтобы прекратить все эти налеты, достаточно капитуляции Киева. Это ясно как божий день. Как это сделать, тоже понятно. Обнуление всей логистики, мостов, тоннелей, бомбежка железнодорожных станций. Нужно начать, наконец, воевать всерьез. Журавлев также призвал Путина отдать приказ на проведение операции РФ, которая выведет войска России к Днепру и позволит захватить Киев. Немного сдержаннее, но также с угрозами выступил и Лавров. Он также озвучил ответ Москвы. Не случайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе по целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность вооруженных сил Украины. Это
задача, поставленная Верховным Главнокомандующим, наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять. Киев, напомню, заявил, удар по Москве и территории – это ответка за удар по Киево-Печерской лавре. Это слова Зеленского. Он вновь призвал Путина сесть за стол переговоров, при этом литовский президент считает, что говорить с Кремлем не время, в частности, Евросоюзу. Науседа заявил, что Путин должен прийти к выводу, далее цитата, что эту войну невозможно выиграть и что россияне не побеждают. Мы видим, что Украина побеждает в этой войне. Мы видим все больше доказательств того, что война в Украине приближается к российскому населению. Собственно, то, что сейчас происходит в Москве, это кардинально меняет ход войны, поскольку российское население начнет осознавать, что речь идет не о просмотре войны на экранах телевизоров, а о войне на их собственной земле. А вот министр обороны Германии призвал Путина капитулировать. На заседании группы «Рамштайн» Писториус заявил также, что Кремлю пора признать, что война не имеет для России смысла. Путин зашел в тупик. Его незаконное нападение на Украину привело к тяжелым последствиям и привело к большим потерям в его армии. Кремль видит негативные последствия этой войны, а Украина все больше наносит вреда России. Президент Зеленский говорил и призывал Путина начать переговоры, но Путин выбирает эскалацию войны. Киев же дал понять, атаки продолжатся, если Россия продолжит бить по Украине. Накануне, кстати, был один из самых масштабных налетов. В Минобороны РФ говорили о 1000 украинских беспилотников и о том, что 992 штуки было сбито. При этом в сети уже собраны видео о том, как работало российское ПВО и как много целей остались вне поля ее прицела. Министр обороны Украины Федоров, который накануне обещал ад в Крыму, находясь в Брюсселе, заявил вновь, что у Украины сейчас появилось окно возможностей для изменения ситуации на линии фронта. За последние месяцы мы сделали свою домашнюю работу. Мы достигли результатов во многих сферах войны. Многие наши партнеры сегодня говорили, что видят это окно возможностей и готовы продолжать и наращивать поддержку нашей страны. Тысячи лайков и комментариев в украинском медиапространстве собрало и вот это фото Федорова. Он подписал его так. Показываю министру обороны Германии Борису Писториусу «Московское утро». В то же время в Москве говорят о массовых арестах, и причина как раз видео и фото из Москвы, которые были слиты в сеть и над которыми смеялся Брюссель. Z-блогеры накануне заявили, все, кто выложил видео работы ПВО, пожаров, прилетов, попадут под удар спецслужб и будут арестованы. Столицу ждут масштабные аресты, звучит фраза «паковать всех и ховайтесь в жито». При этом сам Путин на момент записи выпуска не отреагировал на массированный удар по Москве. Он в это время участвовал в саммите «Россия-АСЕАН» в Казани, много шутил и улыбался. Эта реакция и привлекла внимание прессы. Срочное обращение США. Граждан Америки призвали не ехать в Россию, а те, кто уже находится в Москве, Санкт-Петербурге, Казани или других городах РФ, должны помнить, что могут быть арестованы силовиками России, если покажут последствия ударов по РФ в соцсетях. Такое сообщение опубликовало Бюро консульских дел Государственного департамента США. В заявлении также есть призыв не трогать беспилотники, если те упали рядом, реагировать на сообщения о чрезвычайной ситуации и придерживаться рекомендаций российских властей во время ударов по РФ. Российское законодательство запрещает распространение или публикацию фотографий и видеозаписей, показывающих последствия атак дронов, включая изображение самих БПЛА или их частей. Нарушение этого закона может повлечь штраф или тюремное заключение. Следуйте указаниям местных властей. Гражданам США настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в Россию. Оборонный завод во Франции атакован. Под ударом французское предприятие Делэр, которое выпускает боевые дроны для ВСУ. Издание Le Parisien пишет, завод пытались сжечь коктейлями Молотова. Камеры зафиксировали силуэты, которые забросали здание бутылками с зажигательной смесью, но уничтожить его не удалось. Не успело здание остыть после нападения, как французская контрразведка устроила жесткий прием прямо у забора предприятия, пишет издание. Спецслужбы скрутили 48-летнего гражданина Беларуси. Его считают тайным агентом, который шпионил за новейшим прототипом беспилотника и снимал секретную зону. При этом, по данным французской прессы, материалы были слиты куратором в Россию прямо перед арестом. На данный момент гражданину Беларуси предъявлены официальные обвинения и вот по каким статьям. Передача информации иностранной державе способна нанести ущерб фундаментальным интересам нации. Сбор информации с целью передачи иностранной державе способны нанести ущерб фундаментальным интересам нации и преступный сговор с
целях подготовки преступления. Он был помещен под предварительное заключение. Защитите себя сами. Америка выводит войска. Европа больше не может рассчитывать на США. С таким предупреждением на встрече министров обороны НАТО выступил глава Пентагона Пит Хексет. Он объявил, что Вашингтон начинает пересмотр своего военного присутствия в Европе и уже сокращает участие в силах быстрого реагирования Альянса. По словам Хексета, европейские страны слишком долго полагались на американскую защиту и теперь должны взять на себя ответственность. Министр призвал к перезагрузке НАТО. По его словам, НАТО 3.0 должна стать полноценным военным союзом, способным самостоятельно обеспечивать оборону Европы. Хексет также резко раскритиковал союзников по НАТО за недостаточную поддержку американских операций на Ближнем Востоке. Послушайте. Соединенные Штаты десятилетиями защищали Европу. Президент лишь сказал, что нашим самолетам может понадобиться вылетать с баз в Европе, а кораблям выходить из европейских портов для ударов по целям на Ближнем Востоке. По иранским объектам, которые угрожают интересам Европы, даже больше, чем нашим собственным. Но слишком многие наши союзники сказали «нет». Крупнейшая трансформация НАТО в истории. Генсек Альянса Рютте попытался успокоить союзников после жестких заявлений главы Пентагона. И по словам Рютте, изменения внутри блока не означают ослабление НАТО. Напротив, Альянс готовится к новой модели безопасности, в которой европейские страны будут играть более заметную роль. Самый разыскиваемый миллионер страны. Уже год ищут человека, который сорвал рекордный джекпот в Австралии. Он выиграл 100 миллионов австралийских долларов. Это около 70 миллионов долларов США. И, возможно, счастливчик до сих пор об этом не знает, пишет местное издание Seven News. Выигрышный билет купили в небольшом киоске под Сиднеем. Владельцы магазина ждали нового миллионера, развесили воздушные шары, но никто так и не пришел. Прошли дни, затем недели, потом месяцы, теперь уже целый год. Кто победитель, не знает никто. Возможно, он не проверил билет, возможно, потерял его, или выигрыш достался туристу, который давно покинул страну. Оператор лотереи хранит данные билета в секрете и ждет владельца, но не вечно. Забрать деньги можно в течение 7 лет. После этого право на выигрыш истечет. Шанс сорвать такой джекпот составлял примерно 1 к 134 миллионам. Друзья, всем нам успеха, спасибо вам большое за поддержку. Как всегда напомню, будет приятно, если вы оставите комментарий, сделаете репост, подпишитесь на канал и поставите лайк. До встречи уже завтра.